Всем привет! Hard-use тестирование ножа Кабар Эскобар. Это тот нож, который поставил точку в давнем противостоянии между Изулой и Кабаром Беккер-Некер. Сталь здесь высокоуглеродистая 1095. Этот нож на тестирование предоставил мой хороший друг Илья. Накладки на ноже — это также накладки, которые продаются самой фирмой Кабар. Обычный пластик в нескольких цветах. Для начала проверим заводскую заточку. Сразу скажу, что заводская заточка из коробки здесь крайне паршивая. Очень грубо обработанная режущая кромка. Еще вот этой вот частью он режет. Вот здесь я уже не могу продавить. То есть, в принципе, заводская заточка очень плохая. Ну, посмотрим, как это все проявит себя. Начинаем с тестирования режущей кромки. Кабель. На удивление, вторая рука мне не понадобилась. В принципе, неплохо. Теперь открываем баночку. Фух, очень тяжело далась эта работа. Вот эта тонкая рукоять совершенно не позволяла нормально приложиться в работе. Давайте посмотрим на покрытие, которое начало уже облазить потихоньку. Здесь это что-то на основе какой-то эпоксидного напыления, какой-то эпоксидной краски. Поэтому этого и следовало ожидать. Режущая кромка просто в идеальном состоянии. Просто реально. Чуть-чуть затупилась. Но вот этим вот местом, которым она резала паракорд, режет до сих пор. Он даже, наверное, острее стал. Вау. Режущая кромка просто идеально. Перейдем к строганию алюминия. Нож просто отлично строгает. Просто отлично. Я даже не ожидал от него такой прыти. На довольно вялой заводской заточке
Он показывает просто отличный рез по жестким материалам. Просто строгает это как какое-то дерево. Можно видеть. Режущая кромка в полном порядке. Мне это очень нравится, скажу я вам, даже неожиданно. Хотя, что такого неожиданного? Этот нож заработал свою известность не просто так. Так. Дальше переходим к тестированию стойкости кончика. Он просто разрушает эту древесину. О. Есть отверстие, и походу он еще сожрал здесь половину чужой территории, скажем так. Кончик, с кончиком все в порядке, покрытие немножко подоблезло только. Теперь пробивание оцинкованного металла 0,8 мм.
5 ударов. На кончике без последствий. Переходим к оцинкованному металлу 1 миллиметр. Отдача в руку просто сумасшедшая сейчас. Ну вот такие вот 5 попаданий. Все 5 пробивают насквозь, хоть и не сильно. Кончик абсолютно целый. Даже вот самая вершинка, даже она не пострадала. Нержавейка 1 миллиметр. Ну вот на нержавейке, несмотря на то, что он прекрасно пробил 2 раза, все-таки небольшое повреждение есть. На самом кончике, вот полмиллиметра до кончика, режущая кромочка чуть-чуть деформировалась, чуть-чуть смялась. Это нужно присматриваться, конечно, но это есть. Переходим к метанию. Как всегда, несколько удачных бросков и также несколько неудачных. Это были удачные броски, теперь несколько не очень удачных. Ну и теперь один удачный. Ну что у нас на ноже? Я не вижу абсолютно никаких дополнительных повреждений. Еще чуть больше царапок может быть. Кончик, режущая кромка абсолютно целая. Теперь немножко порубим. Он до сих пор резал паракорд, если кто-то не заметил.
Опять абсолютно никаких повреждений. Нож целый. Кстати, и рубил, несмотря на свои размеры, очень неплохо вся вот эта вот часть. Когда он попадал, отхватывал прям иногда такие, на удивление, большие куски. Ну а дальше заключительный тест, батонинг. В общем, что тут скажешь? Просто красавец. Очень порадовал. Давайте посмотрим на него в макро. Давайте проверим остаточную остроту и рассмотрим нож поближе. Я просто в шоке. Он продолжает резать паракорд продавливанием. Ну так, не без огрехов, конечно. Таким образом, вообще элементарно. Вау. Ну что ж, посмотрим. Единственное, что не соответствует этому ножу по стойкости, это, наверное, его покрытие. Оно начало облазить и очень серьезно. Но режущая кромка, посмотрите на это. Ну, есть затупление, конечно. Но, блин, это самый острый из всех ножей, которые я тестировал. Кончик. Давайте посмотрим на то место, которое загнулось во время пробивания нержавейки. Вот здесь вот можно увидеть небольшую деформацию.
на рукояти. Даже никаких следов работы. Просто удивительно. Этот нож осталось только немножко даже не заточить, не как-то восстановить или отремонтировать, а просто подточить, немножко подправить. Вау. Знаете, если вот это вот нож для выживания, то как бы взяв его с собой на выживание, ну я не знаю там, где вы собираетесь выживать, но я уверен, не знаю как вы, но нож этот точно выдержит и выживет. Вау. Все, пока. После теста, посовещавшись с Ильей по поводу остроты, которая была на этом ноже до тестирования, то есть фабричная заточка из коробки, и того, что бы мы хотели видеть на этом ноже дальше, я все-таки уговорил его переточить этот нож в небольшую линзу. Мне это было очень интересно в плане дополнительного опыта в заточке, и я был на 100% уверен, что это только добавит резучести этому ножу, и то, что он ломик, мы уже прекрасно увидели, но все-таки хотелось бы, чтобы он был очень острый и резучий ломик. Вот эта вот заточка, кстати, обратите внимание, линза была сделана очень небольшая, то есть в принципе чуть больше, чем на высоту режущей кромки. Это не то, что называется full height convex, то есть не линза на всю высоту. Это аккуратная линза, которую в случае чего можно очень легко вернуть в прежнее состояние V-образной режущей кромки, если вдруг что-то не понравится. Но кроме того, править этот нож на пасте, например, стало гораздо легче. Линзу эту я делал вручную на заточных камнях Чусера. Потом, ну то есть камня у меня только два, 400 и 800. После них я поработал на 2000 наждачке и потом уже заполировал на черной и на белой пастах. Ну что ж, так вот для небольшой демонстрации просто хочу показать, что у нас получилось. Конечно, то есть вы не видели, как этот нож, вот например, резал бы эту деревяху до теста, но я вам даю 100% гарантию, и те, у кого этот нож есть на фабричной заточке, они просто обязаны знать, как он жутко неохотно лезет в твердые материалы. Для сравнения хочу взять обычную мору. Все мы прекрасно знаем, что мора классно работает по дереву, несмотря на то, что это очень недорогой нож. И теперь давайте посмотрим. Вот верхняя это мора. Ну теперь опять эскобаром. Можно видеть, что он влазит в древесину сейчас, ну прям очень бодро. На самом деле, наравне с той же морой. Совершенно не уступает море. Единственное, что, конечно, накладывает свой отпечаток, это ну, такая вот небольшая рукояточка, и то, что постоянно приходится ставить большой палец на обух. Морой все-таки можно работать вот так вот, просто сжав ее в кулаке молоточным хватом. Но тем не менее, вот это то, чего ну вообще не было на этом ноже из коробки. Это 100%. А теперь
он стал очень агрессивным таким, хорошим резачком. Сталька, углеродочка в заточке, очень понравилась, точилась. Ну, на Чосере, в принципе, все точится хорошо, но здесь вообще никаких проблем у меня не вызвала заточка этой стали. Все в полном порядке. На пасте прекрасно правится. Я немножко уже как бы потестировал этот нож на рез сам. Поэтому вот сейчас я уже, в принципе, был уверен в том, как он режет деревяху. Восстанавливается заточка прекрасно. Теперь, ну, по-настоящему, я считаю, что этот нож сейчас, это вот хороший такой небольшой помощник, который прошел тесты, показал себя, показал то, что он может выдержать то, что другие не способны. Ну, не знаю, прекрасный нож. Кабар Эскобар. Мы еще поговорим о нем в обзоре. Естественно, будут некоторые нарекания, но тем не менее мне очень-очень понравился этот нож. Он меня сильно порадовал. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.